Чеки стильный, похож на штиль. Алло? Это сон Влад? Да, это я. Привет, братан. Давай быстрее, я ем. Как сам? Как джип Nissan. Ебись с ним сам. Блять. Блять. Съебал. Алло? Слушай, дядя, сделал все как в том кинофильме, но звука нет, биты не качают, телки не кончают. Ну что мне делать? Помоги, дядя. Бля, дядя, ну-ка ты заливаешь, что ты пиздишь. Я же слышу по телефону, что ты в сральнике. Снова на лейку пишешь. Ну какой звук? Ну какие тёлки? Давай приезжай, я научу тебя работать. Ну... A few moments later. Дикий стиль, и я на склоне. Дикий стиль, я в... Стой, братан. Шо? Остановись, блядь. Шо? Хуль ты шокай. Был у нас один типуля, он узнал, как доебаться к любому типу. Он, прикинь, такой идет сзади, говорит, 33. 33. Тут поворачивается, шо? Говорит, хули ты шокаешь, и ебало. Сорян, дядя, привычка. Теперь телепайся на здоровье. Кстати, хотел спросить, а что с музыкой? Что с текстами? Что с подачей? Может быть, нечто здарилось? А шо? Че не нравится? Да хуйня это, хуйня. Иди сюда, зараз мои хлопцы покажут тебе, як гэта робится. Ничего не понял? Говорю тебе, мои пацаны сейчас помогут. Сейчас сыграем, все будет заебись. Лучше звоните Владу. Короче, малек, если ты досмотрел видео до этого момента, то сейчас Владос будет рассказывать тебе о расположении микрофона и мультимикрофонных техниках записи. Шалом алейкум, мои дорогие телезрители. В этом видосе я расскажу вам о домашней записи. Сегодня мы будем разговаривать о том, как поставить микрофон на записи, в какую точку, как его обезопасить от взрывных гласных, согласных и прочее. Также в этом видео мы с вами обсудим мультимикрофонную технику записи. Как вы можете видеть, это видео уже начинается с 2 микрофонов, и все написаться будет на 2 микрофона. Я буду вот так вот кататься периодически, чтобы вы убедились, что это действительно все работает. Также это видео было снято в 2 локациях. Первая локация — это тоже помещение, где было снято первое видео, и вторая локация, собственно, вот это помещение. Для чего? Во-первых, найдите разницу в звучании обоих помещений. Во-вторых, разные микрофоны, разные дистанции съема, разное все, чтобы немножечко показать вам, как это все должно работать в разных условиях. На каком расстоянии ставить микрофон? Основа состоит в том, чтобы микрофон стоял в зоне без первичных отражений и не очень далеко от вас. На каком расстоянии? Все мы любим хапануть, поэтому расстояние мы ставим вот такое. Почему так близко? Потому что, в целом, я бы не рекомендовал вам в нестудийных обстоятельствах ставить микрофон далеко. Потому что если вы поставите его далеко, вы слышите, во-первых, я ушел из хорошей точки, скажем так, да, начало немножечко гудеть, бубнеть, пердеть, а также очень много ревера стало. То есть соотношение реверберация к чистому сигналу резко изменилось в худшую сторону. Для того, чтобы такого не происходило, нам необходимо стоять поближе к микрофону. Если мы станем еще ближе, то соотношение сигнал-реверберация также станет куда больше. Если вы стоите далеко от микрофона, а зона, свободная от первичных отражений, у вас небольшая,
то о каком отдалении вообще может идти речь? Да? Вы должны стоять в этой точке, вы должны отдалить микрофон, соответственно, у вас должны переехать все акустические вот эти ваши панели, о которых я говорил в прошлый раз. Например, вот мы можем сейчас подвинуть вот эту панель. Казалось бы, мы сдвинули ее на пару сантиметров, но, скорее всего, часть высоких частот для конденсаторного микрофона мы погасили. Однако у нас открылась вот эта замечательная область. Микрофон сейчас в режиме гиперкардиоида, он очень узконаправленный, поэтому если я буду отходить, то вы будете слышать что-то, что прилетает сюда от той стены. А это как раз будет ваш голос, поверьте. Однако на динамическом микрофоне у меня кардиоидная направленность. Если бы он был куда более чувствительным, и либо я бы дал больше гейна, то вот эта вот область также придавала бы нам немного высоких частот, так как он опять же смотрит ровно на нее. Что же делать вам на записи? Постарайтесь расположить в данную часть, в данную пустоту хотя бы какое-то тоненькое одеяло шерстяное, хотя бы миллиметра 2-3, чтобы было, какой-нибудь плед. Это очень сильно спасет вас в те моменты, когда артист будет отклоняться от точки, в которой он должен стоять. Также я не рекомендую вылазить вам микрофонами далеко за эту зону, то есть сдвигать ваши акустические все конструкции ближе к углу, потому что краями микрофоны тоже очень отлично будут цеплять. На самом деле вся реверберация, все основные проблемы реверберации, они не на высоких частотах. Да, на высоких частотах у нас из проблем только флаттер-эффект. Да, он очень слышный, и на середине. Да, он очень слышный, но намного более хреново, когда у нас на частоте в 400 или 600 Гц происходят какие-то проблемы именно переотражения. Соответственно, вот эти массивные конструкции должны стоять непосредственно напротив микрофона и вашего рта. На каком расстоянии должен быть поп-фильтр? Решать уже вам. Если артист или вы, артист, очень сильно страдаете П и вот этими вот стреляющими согласными, в таком случае ставьте поп-фильтр подальше. Если же у вас с этим все хорошо, вы можете поставить его поближе. Если же ваш артист привык упираться в поп-фильтр и рубиться вперед, как бы вот у вас поп-фильтр, и он втыкается носом, и во время записи пытается все ближе и ближе подойти к микрофону. Что ж, соболезную. В таком случае, когда поп-фильтр используется для украшения артиста, его нужно ставить подальше, где-то на 1,5-2 кулака. Причем есть такая фишка. Чем более перпендикулярен держак к артисту, тем он жестче. Да? То есть у вас есть вот эта вот металлическая штука, на которой у вас держится поп-фильтр, типа гусь. Да? И если он будет прямой линией, то он выдержит куда большую вот эту перпендикулярную нагрузку, чем если он будет волнистый. И, соответственно, чем дальше у нас стоит поп-фильтр, тем ниже вероятность, что артист упрется прямо в микрофон во время записи. Также хорошо было бы поставить отдельную стойку для поп-фильтра. Зачем? Все очень просто. Если артист упрется в поп-фильтр носом, заденет его или что-то еще, то вот этот звук касания, он не попадет на запись. И это прекрасно. Кстати, ребята, в той части, которая относится у нас к поп-фильтру, я совсем забыл упомянуть, что если у вас есть ветрозащита, но нет поп-фильтра, вы можете воспользоваться также и ветрозащитой, одеть ее на ваши микрофоны. Сейчас я покажу вам, как это будет выглядеть. Здесь все очень просто. Вы берете микрофон, снимаете его со стойки, надеваете на него такой вот набалдажник из пены, закрепляете обратно. Точно так же вы проделываете ту же самую процедуру со вторым микрофоном. Отлично.
Теперь мы поставим микрофон обратно и послушаем, как это будет звучать. Когда микрофоны одеты в ветрозащиту, как вы слышите, реверберации меньше не становятся. Это распространенный миф, что если одеть на микрофон ветрозащиту, мол, ой, станет меньше реверберации. Ну, может быть, немножечко меньше сыпать ее будет поверху, но самой реверберации все равно будет столько же, по большому счету. Это незначительно. Это все равно вы будете срезать все на эквалайзере. Также стоит заметить, вам необходимо понимать, где под ветрозащитой находятся капсули ваших микрофонов. Иначе вы поставите их не соосно, да, и как говорилось ранее, фаза будет изменяться и может начаться гребенчатая фильтрация, чего нам необходимо с вами избегать. Паук. Что же делать с пауком? Повесь микрофон в паука. Да, вот у меня 2 микрофона на столе. Где паук, ублюдок? Скажете вы, но я отвечу, что его нет и не будет, потому что у меня его нет. Как-то не пригождается в жизни обычно. Да в целом он и не нужен. Вот правда. Попробуйте сами, дома. Снимет ли ваш паук прикосновение к поп-фильтру? И не легкие касания, а так, как обычно артист это делает. Резко, внезапно. Да еще и поправит потом. И в целом вот эта вот жестяная херня, которая висит на микрофонной стойке, да, которая держит сам паук, она будет скрипеть, когда он ее поправляет. И он делает это во время записи, быстро, резко. Поэтому еще ни разу в жизни паук мне не пригодился нигде, кроме как на записи ударных. Дело в том, что у меня всегда был очень твердый стул. В смысле пол. Пол. Всю жизнь мне так везло, что я не выбирал помещение на запись с небетонным полом. Да, безусловно, что-то в микрофон может проникать, но куда громче будет звук топания, о чем я сразу просто предупрежу артиста, и все. Просто скажу ему: не топай, чувак. Или положу ему под ноги какой-нибудь плед или подушку. Именно звук, а не вибрация, передающаяся на капсуль. Вот что будет слышно вам в микрофоне. Да, а вот этот инфраниз, человек должен действительно прыгать или бегать. Хотя вот сейчас я впервые в жизни въехал в помещение с небетонным полом. Послушаем, посмотрим, как сработает без паука. Возможно, однажды он появится в моих видео. Вот сейчас я потопаю ногой у стола. Послушайте. Есть ли инфраниз? Или, может быть, вы услышали что-то другое? А даже если все будет, да, вот какие-то вот такие прикосновения, они сильно мешают. Я не буду специально отрезать низ. Я сделаю это так, как я бы сделал это в песне, окей? Я не буду перегибать или что-то, или бустить его как-то. Я сделаю, как это будет в миксе. И послушайте. Так что, если мусора троху и было, то это совсем не страшно, ведь он обрежется. А если нет паука? Все просто. Вам нужно виброразвязать микрофон и зачастую провод. Чего, блядь? Скорее всего, провод вам не нужно будет виброразвязывать от пола, если у вас один артист. Но если это запись ударных, например, и вы слышите, что в каком-то проводе, в каком-то канале что-то мусорит, то, возможно, стоит подложить что-то под провод. Это может действительно спасти ситуацию. Как нам развязать микрофонную стойку, виброразвязать от пола? Делается это крайне просто. Берете 3 мягкие вещи, подкладываете, например, подножки микрофонных стоек. Все, профит. 3 подушечки, все решено. Или можете придумать какой-то свой вариант. Этот, я считаю, весьма удобен. Однако нужно быть готовым, что стойка теперь куда более склонна к опрокидыванию. Особенно это касается тяжелых микрофонов. Не уроните свой микрофон. Также стоит не забывать о том, какой жесткости именно вы используете подушки и как широко вы их ставите друг от друга, да, то есть просто убедитесь, что у вас все получилось сделать уверенно и стойка не упадет. В этом никаких проблем, честно говоря, я не вижу. Провод. Что делать с ним?
Все просто. Он не должен вибрировать или хоть как-то двигаться во время записи. Если кто-то стучит по нему, или юлозит им, или топчет ногами, то это обязательно можно будет услышать в записи. Особенно там, где артист у нас молчит, да, в паузах. И это печально. Это печально. Сам провод обладает микрофонным эффектом, то есть он слышит касание к нему, а особенно удары, вибрации. В общем, сделайте так, чтобы провод лежал так, чтобы ни артист по нему не ходил, не топтал, не бил, ни вы. Если с полом есть вопросы, например, у вас деревянный пол, который ходит ходуном, то всегда можно пустить провод по воздуху, зацепив его за светильник, или просто прихерачив к потолку скотчем. Это будет, наверное, самая лучшая в мире виброразвязка. Высота и отступ от стен. Помнишь, я говорил в прошлом видео про 33%? Кстати, вот оно по подсказке сверху. Вот отступ по вертикали тоже работает, а зачастую еще лучше, чем от стен. Ведь пол, так уж исторически сложилось, обычно залит бетонной стяжкой или сделан из бетонного перекрытия. А еще он большой и, как правило, не имеет в себе дыр. А значит, это условно бесконечная плоскость большой плотности. А это, в свою очередь, обозначает, что все, что не пройдет через него, будет отражено. И даже часть прошедшего звука будет отражаться. Засунуть артиста в 1/3 высоты помещения зачастую проблематично. Ты же не поставишь человека на табуретку или не заставишь его сесть на корточки во время исполнения. 90% он будет петь стоя. По высоте расположить его рот довольно проблематично в 1/3. А вот расположить микрофон ближе к этой заветной точке, вот это может немного помочь с бубнежом по низу. Если с вокалом это провернуть довольно сложно, то с гитарой или скрипкой все намного проще. Вы просто смещаете положение микрофона, и, возможно, это поможет. А может и нет, кто его знает. Ну и как я говорил в предыдущем видосе, не забываем отступить от стен 33%. Не всегда это работает, смотря из чего у вас стены. Это бетон, или у вас за стеной есть другое соседствующее помещение, как я уже упоминал в первом видосе. Кстати, вот он по подсказке. А может и нет. Так что иногда отступать нужно не от стены твоей детской комнаты с деревянной стеной, а от несущих стен. Это все очень интересно. Но все очень легко и понятно. Здесь нет ничего сложного. А вот что действительно интересно, это мультимикрофонная запись. И давайте тоже поговорим о ней. Мультимикрофонная техника записи. Моно. Существует моно и стерео мультимикрофонные техники для записи. Если вы используете мультимикрофонную технику, то в зависимости от инструмента, микрофонов и их задач будут иметь место некоторые нюансы. Если использование мультимикрофонной техники не обусловлено стереозаписью, а сводить инструмент или вокал планируется в моно, то есть смысл сдвинуть микрофоны максимально в одну точку, то есть синфазно, то есть как здесь сейчас. Ха-ха-ха. Вот, да, вы слышите, что их два, но все в моно. Все в моно. Это позволит получить максимально одинаковые, а главное синфазные сигналы, что очень важно при суммировании. Также стоит учитывать, как инструмент издает звук. Например, гитара звучит декой, грифом и так далее. То есть условно в горизонтальной плоскости. А значит, для лучшей моносовместимости микрофоны лучше располагать вертикально. Человек же лучше звучит грудным резонатором, головным, ну и ртом. Соответственно, наши тушки звучат вертикально, то есть капсуле стоит располагать горизонтально для лучшей синфазности сигнала, для лучшей моносовместимости в дальнейшем. Еще раз, расположение зависит от цели. Если цель получить синфазные сигналы, сводить потом в моно, и мы не рассматриваем источник как стереоисточник, то вышесказанное верно. Если нет, то об этом я расскажу чуть-чуть позже. Если артист у вас сидит вертикально, ну если звук издается вертикально, и вы хотите синфазный сигнал, то есть X, Y, то расположив вот так вот, значит, микрофоны по горизонтальной оси, их выровняв, у вас появится возможность снятия звука с разных частей инструмента. Итак, сидел, монтировал, и на монтаже понял, что очень непонятно, невнятно и скукоженно объяснил за моно мультимикрофонную запись. Еще раз, кратко и понятными словами. У вас есть гитара,
Вы хотите записать и деку, и, например, лязг струн. Вы ставите микрофоны в одной точке, условно XY, про это будет чуть позже. То есть вы ставите микрофоны в одной точке, капсулы ставите синфазно, вертикально и разворачиваете их, направляете туда, как вам хочется записать. И потом суммируете. Да? Если вы хотите записать, например, вокалиста, вы хотите записать у него грудь и рот, вам надо сделать это в моно и синфазным сигналом. Тоже все просто. Вы ставите один микрофон и второй микрофон горизонтально. И один микрофон вы направляете, чтобы он смотрел на грудь, один, например, на лицо. Вы должны поставить микрофоны на оси, перпендикулярной оси звукоизвлечения, назовем это так. Если же вашей задачей является снять в моно просто какого-то суетливого челика, как это было во вставке в интро этого видоса, вы ставите микрофоны вертикально, перпендикулярно оси движения. Да, и у вас то один микрофон снимает, то второй. Точно так же вы можете поступить с гитарой, если гитарист шатается, или с любым другим инструментом. Итак, а вот у нас XY. Это не совсем XY, здесь не совсем 90 градусов, это типа скорее Y. Суть в чем? Ваш артист может ходить в довольно широком диапазоне, и у вас не будет меняться звук. Либо вы можете поставить там 3, 4, 5 человек, да? У вас 2 кардиоиды, они чуть-чуть нахлестываются друг на друга, и это уже дает нам возможность за счет одного капсуля компенсировать просадку другого, просто как бы медленной компрессии именно на поддержание громкости, да, какой-нибудь Lil Wayne, например. По-моему, это очень классная штука, потому что я видел очень много рэперов, которые вот, они постоянно все в движении, да, и это становится проблемой. Это правда становится проблемой, потому что вот я вам сейчас включу один микрофон, да, и вы слышите, что, ну, если я так буду петь в каком-то вот в таком ключе, постоянно, вот, хорошо, один микрофон, да, вот постоянно вот так вот промахиваясь, туда-сюда тусуюсь, да, а если я буду делать это на 2 микрофона, вау, это уже намного лучше, согласитесь. Off-axis. Моно микрофонная все еще с техника записи. Значит, что значит off-axis? Это смещение с оси. Зачем? Как? Вот так. Если вот так отклонять капсуль, то это очень сильно может помочь прибрать вам вверх. И вам не придется так яростно пользоваться, может быть, даже деэссером, эквалайзером. И вы сэкономите немного ресурсов вашего компьютера. И далее на записи немножечко своего ценного времени. Я советую посмотреть вам сначала паспорт микрофона и понять, под каким углом он снимает. Но этой опцией лучше пользоваться только если ты звукорежиссер и уверен, что не получишь жуткий обсер. Потому что если артист будет вот так вот телепаться, как я сейчас, у вас будут проблемки. У вас вверх будет гулять. И придется с этим очень интересно дружиться. И вот мы плавно подошли к мультимикрофонной технике записи. Итак, еще одна вставка. Это видео будет, видимо, богато на вставки. Значит, на этапе сценария, на этапе съемок я совершенно забыл еще об одной очень интересной моно-мультимикрофонной технике записи. Сейчас я расскажу о ее применении
для вокала, но также она может применяться, я полагаю, для других инструментов. Честно скажу, я не особо часто именно ей пользуюсь. Да, я все-таки топлю за ближний съем, потому что, к сожалению, нет больших тонзалов, и зачастую все помещения это какие-то недоподготовленные. Да? Как бы сейчас нет возможности строить свою студию снова. Вот, поэтому сейчас я приверженец, скажем так, близкого съема. Это техника для близкого и среднего съема. Ну, типа среднего. Как это работает? Что это за техника? Все очень просто. Вам понадобится два микрофона. Один динамический микрофон и второй микрофон конденсаторный. Динамический микрофон вы ставите непосредственно перед артистом на классическом, на небольшом расстоянии, сантиметров 15-20. Также вы ставите еще один микрофон на расстоянии примерно 30-50 сантиметров. И артист поет непосредственно сразу в два микрофона. В микс идет только один микрофон. В чем суть? Когда артист поет один и тот же дубль, вы не заставляете его петь два дубля. Ну, если надо, конечно, заставляете. Но техника этого не подразумевает. И та часть его пассажей, скажем так, та часть его вокальной партии, которая более тихая, она записана на динамический микрофон. Та часть, которая более громкая, у вас динамический микрофон в какой-то момент уходит в клиппинг, и вы заменяете просто часть его партии записью с конденсаторного микрофона, который стоит на небольшом отдалении. В чем суть, в чем смысл? Близко расположенный динамический микрофон в целом по деталям примерно сопоставим конденсаторному микрофону на среднем и дальнем съеме. Для данной техники, ее не стоит применять в каких-то кабинках, в каком-то бедрум продакшене. Она хорошо работает в подготовленных тонзалах. Почему? Потому что конденсаторный микрофон, стоящий на чуть большем расстоянии, набирает чуть больше рума. Да, и, соответственно, вам нужно, хотя бы нейтральное помещение. Плюс нужно учитывать также еще очень много факторов. Да, возможно, вам понадобится с конденсатором микрофона и немножечко рума вытянуть. Это тоже возможно будет сделать. Основная суть этого способа записи — это как раз, что при клипировании динамического микрофона у вас есть подстраховочный конденсаторный на небольшом расстоянии. И в динамическом, и в конденсаторном микрофоне у вас будет примерно равное количество деталей. Да? Соответственно, ваш артист поет, где-то у него что-то громче, динамический микрофон уходит в клиппинг, или даже не сам микрофон, не сам капсуль, да, скорее всего у вас в клиппинг уйдет, вход предусилителя или карты, или во что вы воткнулись. И у вас есть подстраховочный второй микрофон, с которого вы можете взять сигнал. Почему используется именно динамический микрофон и конденсаторный, да, почему такая связка? Примерно, если у вас динамический микрофон будет на небольшом расстоянии, да, около 10 сантиметров, конденсаторный на порядка 30 сантиметров расстояния, у вас будет похожее количество деталек в середине и сверху, похожая детальность у звука. И, соответственно, вы без проблем можете части, где артист, выходит за пределы динамического диапазона вашего предусилителя, конвертера или капсуля микрофона, вы берете их с резервного микрофона конденсаторного. Не обязательно использовать и динамический, и конденсаторный микрофон. Вы можете поставить, естественно, на ближний микрофон также и конденсаторный, то есть использовать два микрофона, однако дальний микрофон ставить динамический я вам не советую, не рекомендую. Этот метод также работает не только с вокалами, с другими инструментами, гитары, какие-нибудь барабаны, да, какие-то перкуссии, отлично сработает. Однако не стоит забывать, что это не миксится, то есть эти два микрофона не стоит миксить. Вы можете это сделать без проблем, но тогда помните о гребенчатой фильтрации. Однако изначально этот метод не подразумевает то, что вы будете использовать два этих микрофона одновременно. В общем, вот такой вот метод. Пользуйтесь на здоровье, экспериментируйте. Самое главное, просто проверьте сделайте пробный дубль, подсведите вокал. Это же несложно. Да, накинуть хотя бы на каких-то пресетах, скажем так, нарулить какой-то очень быстрый звук и понять, как два микрофона будут друг с другом взаимодействовать. Также особое внимание стоит уделить подбору этих микрофонов. Например, хорошее сочетание — это 57-й Shure и 3000-й АКГ. Это, на мой взгляд, два самых похожих микрофона между собой, с учетом того, что они разные по принципу
съема звука, да, один динамический, второй конденсаторный. Звучат они приблизительно схожи. За счет этого вот эта техника, она становится, ну, склеить можно буквально бесшовно на одной фразе, если правильно это все дело саквализировать. Мультимикрофонная техника. Стерео. А вот если вы пишете стерео, то тут уже что-то советовать тяжело. Однозначно. В смысле сказать, что вам точно понадобится вот это. Тут надо думать и понимать, чтобы уже выставлять микрофоны акустически правильно. Сейчас я вам расскажу вот эту базу, так сказать, еще раз. Снова база. Будет много базы. База. Первый пункт. Расстояние между микрофонами должно быть одинаковым до источника звука. То есть я хакерман, я играю на гитаре. У меня здесь два микрофона. Мне нужно выставить так микрофоны, чтобы гитара не находилась вот таким вот образом. Понимаете? Для чего? Для синфазности. Если с этим все понятно, то что делать со вторым пунктом? Самое важное — это найти хорошую стереобазу для вашего инструмента. То есть вам нужно найти точку в помещении, где акустические условия для левого и для правого каналов будут похожими. Либо сделать их похожими. Если вы пишете гитарку, например, да, поставим слева какую-нибудь акустическую панельку и справа какую-нибудь акустическую панельку. Микрофоны, например, вот так вот стоят XY, они записывают у вас гитару, и с двух сторон у вас комната звучит одинаково. Вау, класс, уже это будет не отвратно. В идеале инструмент не должен двигаться вообще. Именно из-за этого очень сложной задачей становится перезапись мультимикрофонных записей. Очень непросто выставить микрофоны в идентичное положение в пространстве. А с учетом, что у вас в помещении отсутствует акустическая подготовка, а вы тут притащили кучу вещей, то сохранить время реверберации от записи к записи довольно проблематично. Нужно максимально одинаково расставлять все вещи в помещении, чтобы не только общее время реверберации, но и стереобаза была идентичной. Итак, рассказывал вам про каждый вид стереозаписи отдельно. XY. Значит, XY, их существует два. 90 и 110. Значит, 90. Берем два микрофона, ставим их вот так вот под 90 градусов и записываем, собственно, ваш сигнал. Получится очень неплохой стерео. 90 градусов. Второй XY 110 градусов. Вы берете ваши микрофоны и ставите 110 градусов. При этом вам важно, чтобы ваши капсули были максимально соосны. То есть вот у вас центр, и вот центр вы соотносите в 90. Точно так же вы смещаете вот так вот капсули микрофонов к центру. Если у вас не карандашные микрофоны, да, то есть они заканчиваются не обрубками, а вот так. То же самое, вы находите просто точку, не где у вас вот эта вот хуйня заканчивается гриль, да, не там, где у вас гриль заканчивается, а вот примерно вот эти вот, значит, серединка гриля, короче. Как правило, если у вас микрофон, значит, не кастомный, тогда, скорее всего, у вас серединка гриля будет и центром, значит, вашего микрофона. Да, вот мы проверим.
Вы скажете, черт, она чуть-чуть выше на миллиметр. Ну так и капсуль-то у нас немножечко утоплена. Вам важно что? Вам важен вектор. Зачем я это сейчас говорю? Затем, что если у вас второй микрофон не палка, да, он не заканчивается ничем. Он смотрит куда вообще, где у него капсуля. У него середина капсуля, здесь у вас, ну в данном случае тоже посередине гриля. Принято считать, что капсуля посередине гриля, хотя сама мембрана может быть зачастую немножечко смещена. Да, и то есть, казалось бы, просто XY поставь вот так, ни хера. Вам нужно ставить микрофоны вот таким вот образом. Да, то есть у вас этот микрофон будет смотреть сюда, этот микрофон будет смотреть туда. Да, вот у вас получился XY. И теперь вы его позиционируете. То есть не затупите, не поставьте вот так, потому что тогда они будут снимать одно и то же. DIN. Как делается DIN? Тоже все очень просто. Да посмотрите нахуй на картинку. Все очень просто. Вы ставите основание микрофонов под 90 градусов и отмеряете между центрами капсулей 20 сантиметров. Ваша основная задача при установке DIN, ОРТС, нос, всей вот этой хуйни отнести капсуль одинаково от инструмента. То есть вы поставили вот так вот. Вот вы вот таким вот образом их разнесли, померили между центрами капсули, не между грилями расстояние. Далее отмеряете расстояние от микрофона до инструмента. Перпендикуляр строите. Да, неважно, опять же, у вас какие это будут микрофоны. Да? То есть DIN будет выглядеть вот так вот. Как бы это странно не выглядело. Казалось бы, они как будто бы параллельны. Что за жесть? ОРТФ. Расскажу про ОРТФ. Тут все очень легко. Расстояние между капсулями 17 сантиметров. Почему 17 и 20? Потому что вот так вышло. Без понятия. Там, конечно, знаете, в университетах 100% было бы что рассказать по этому поводу. О, DIN это немецкий стандарт, ОРТФ это какой-нибудь американский. И это все просто... В одном там было типа 3 дюйма или там 2/4 дюйма, да, а это перевод. Окей, похуй вообще, честно говоря. Есть и работает. Значит, вы ставите микрофоны на 110 градусов и расстояние между капсулями 17 сантиметров. Капсулями. Нос. Разводите микрофоны на 30 сантиметров и ставите их под 90 градусов. Эта техника максимально приближена к бинауральной стереозаписи. Именно так я обычно записываю какие-нибудь бинауральные штуки, например, сэмплы там природы или прочего дерьма. Когда ты это сведешь с любого устройства, это будет звучать хорошо, но если ты оденешь наушники, это будет звучать, как будто ты находишься реально в этом месте. И это прекрасно. Как у нас производится бинуральный нос? Это 60 градусов, не 90.
60 градусов. То есть 90 градусов вы захватываете больше помещения. Почему 90? Потому что наверняка, и 110 было везде, да, это наверняка попытка приравнять, ну, как бы минимизировать, во-первых, проникновение, во-вторых, сделать запись шире. Наверное, я так полагаю, что звукозапись началась в том числе с записи оркестров, да, и запись стереопарой. Катушечный микрофон был, 2 канала, 2 микрофона. Вам надо записать сраный оркестр. Что делать? Вам приходит вот это на помощь. Вау, магия. И то есть вот это разнос 30 сантиметров, 90 градусов, это попытка записать больше музыкантов. Так как, ну, микрофон все-таки не слышит, как наши уши. Но наши уши, они слышат довольно направленно. И может быть визуально. Ну, то есть математически у нас типа где-то 110 градусов уши сведены, но за счет того, что у нас есть ушные пазухи, то мы слышим немножечко вот таким вот образом, на 60 градусов. В бинауральной паре используется нос 60. То есть вы ставите центральную какую-то предмет, заграждение, чтобы создать акустическую тень. Ставите вот так вот 2 микрофона, и между ними у вас должно быть 30 сантиметров и 60 градусов. По 30 градусов в каждую сторону. А знаете, что еще так ставится? Вы так ставите, по сути, на мониторы. Think about it. Пожалуйста, используйте наушники. Please use headphones. Еще один очень интересный вариант для стереозаписи. Обычно так ставят румовые микрофоны, да, или какие-то очень-очень дальние. То есть DIN, XY, RTF — это все средний план. Если вам нужно записать что-то издали, как правило, используют АБ запись. То есть ставят вот так вот 2 капсуля микрофонов параллельно, разносят их на 2 либо 5 метров. Также АБ существует и непосредственно в среднем и ближнем съеме. Вы разносите, ставите капсули параллельно, разносите от источника звука и старайтесь сохранить синфазность сигнала приходящего. То есть от гитары меряйте до капсули. Как правило, для записи с большой дистанции, да, то есть дальнего поля, для записи используется еще одна очень классная техника. Как правило, она используется в больших помещениях. Это mid-side запись. Как она производится? Вам понадобится 2 микрофона. Неважно, это будет 2 одинаковых микрофона, либо 2 разных микрофона. Главное, чтобы в одном микрофоне у вас была кардиоида,
а в другом 8. Значит, вы ставите один микрофон, который является у вас кардиоидным, на источник звука. Второй микрофон ставите синфазно, второй микрофон, но перпендикулярно капсуле. Понимаете? И звук у вас снимается вперед и по бокам. Ту дорожку, которая у вас записана 8, копируете, разносите в левый канал и в правый канал. Прономируете. И вот уже у вас существует сайт составляющая и MID составляющая вашего сигнала. Что еще нужно сказать про MID-сайт? MID-сайт не пишут в маленьких и дерьмово подготовленных помещениях. В какой-то комнатке 20 квадратов ставить MID-сайт микрофон, ну, смысла особо нет. У меня была комната 45 квадратов, самая первая студия. Там ставить MID-сайт тоже было, ну, довольно бесполезно. Это скучно, это неинтересно звучит, вот и все. Поэтому можете даже не тратить время. Ну, попробуйте, это прикольно. Вот в коридоре, когда вы садите артиста вдоль длинной стены коридора, вот это просто охуенно. Это просто охуенно. А в какой-нибудь квартирке квадратной, ну, блядь, какой смысл? А если мы используем не стереопару, а 2 разных микрофона? Зависит от задачи, но есть абсолютно такая же куча вариантов хорошо это все записать. Например, XY или даже AB. Во-первых, вы можете поставить их так же, как и стереопару. Замэчить гейн и эквализацию. Точно так же можно поступить, если у вас динамический и конденсаторный микрофон. Самое важное, чтобы микрофон не был омнинаправленным или 8. В таком случае стерео будет звучать крайне странно. То есть у вас один микрофон будет очень большой, объемный, а другой у вас будет кардиоида чуть более сухая, да, или гиперкардиоида. Старайтесь выбирать, в общем, одинаковую направленность микрофона. Это очень сильно облегчит задачу. Однако кардиоида и гиперкардиоида могут звучать вместе вполне себе отлично. Также самый популярный вариант записи, например, акустики, это использовать широкомембранный кардиоидный микрофон и узкомембранный кардиоидный микрофон. Широкомембранник мы ставим перед декой, узкомембранный микрофон мы ставим на грифе. Ставят их по технологии AB, то есть разнесенной стерео пары. У нас в примере был 57-й. И вам уже знакомый АКГ C3000MK1. И вот дела. Конденсаторный микрофон почему-то на грифе, а 57-й на деке. Почему же? А потому, что конденсаторный микрофон на данной композиции зацепит больше деталек на руках, и его нужно будет меньше разгонять по гейну, потому что звук на грифе будет более тихий. А динамический и без проблем и сильного гейна уловит все, что Женя наиграл. Да? Нам там не нужна супер какая-то острая атака. Поэтому весь интерес, всю остроту мы ставим на гриф и слушаем вот эти что там в пальцах происходит. Зачем? Да, бля, вот так просто мне захотелось. Отъебитесь. Ребята, дело ваше, насколько заморачиваться. Так что, ну, как бы ваша песня будет хуже, если вы просто поставите как-то какой-то микрофон и запишете. А если 2 и все испортите, ну, вообще пиздец. Так что дело ваше, насколько заморачиваться. Это же ваша песня будет говном, не моя. Также в начале видео у нас используются 2 микрофона. Это конденсаторный микрофон АКГ. И динамический был 57-й Шурик, да. Это есть небольшая пасхалка, которая была показана вам в первом видосе. Также, я надеюсь, вы поняли, потому что мне сказали, что не поняли никто. Не было инсайдов, что кто-то понял. Значит, дано пасхалку о том, что, оказывается, динамический микрофон и конденсаторный микрофон в хорошо подготовленном помещении звучит абсолютно одинаково. И когда ребята говорят вам: ой, стоит записывать дома все исключительно на динамический микрофон, потому что у вас неподготовленное помещение, хуё-моё, посмотрите, пожалуйста, с какого расстояния они записывают свой Shure SM7B и с какого расстояния они ставят свой Neumann, да, в этом примере. И после этого уже сделайте, так сказать, выводы. Потому что у меня в примере вам было показано, что в первом видосе, что в этом. Если вы не видели, как это работает, например, с гитарой, то можете также сходить, посмотреть еще раз примеры и понять, что
Не важно, какой у вас микрофон, важно, как вы его поставите, на каком расстоянии, сколько он будет снимать комнат и прочего. Если бы я захотел в том помещении сделать звук лучше на акустической гитаре в неподготовленном помещении, я бы поставил микрофон поближе. Поставил бы его динамически и сказал бы: играй не громко, дружок. И по возможности, опять же, все зависит, во-первых, от материала. Чем тише ты будешь играть, тем меньше ты возбудишь комнату. Вот. Короче, неважно, какой у вас микрофон, динамический или конденсаторный, важно, как вы его поставите, как вы подготовите помещение. Ребята, подписывайтесь на этот YouTube-канал. Значит, смотрите, шердите по ссылочкам в описании. Там много чего интересного. Также вступайте в чатик в Телеграме. Будем там страдать хуйней. Не знаю пока зачем. Просто давайте базарить там о всякой хуете. Подписывайтесь на инстаграмы, тиктоки, хуёки. Старайтесь проявлять максимально активности. На данном этапе, значит, развития этого микроканала я не буду называть это блогом, потому что я все-таки надеюсь, что мы не скатимся в разговоры о хуйне, а будем обсуждать как минимум рабочие вещи с вами. Вот, поэтому все-таки я буду настаивать на том, что это какие-то какого-то рода все-таки обучающий материал. Так что поддерживайте, значит, рассказывайте своим друзьям-музыкантам, которые снова хуёво записали свой альбом и не срезали верха. Хотя это делается в один, сука, клик. Надеюсь, у вас все получится. Пока.